Ну что, друзья, Tesla Roadster, мой желтый кирпич, уже в Киеве. Так, ну что, ребята закончили устранять следы вандализма вот в этом блоке. Это там аварийное открытие? Вот это да. У вас вот туда что ставится? Хрен его знает, что там ставится. Ну, хоть какая-то лампочка горит, уже хорошо. Я вообще привез Tesla Roadster, чтобы мы в нашем теремке, соответственно, проводили эксперименты. Но после того, как я уже купил машину, я начал изучать, что, как вообще происходит с этими роустерами. И основной момент, который говорили и писали на форумах и на многих интернет-ресурсах, то, что первые Теслы знамениты в одном. Они отлично горят. Поэтому я не хочу превратить наш Tesla теремок, чтобы он сгорел, или в какой-то еще ЧП. Поэтому ко мне обратились ребята, которые уже поднимали Tesla Roadster в Украине. Их не так много, их всего, по-моему, 2-3 штуки, плюс мой. И сказали, что нужно заряжать очень маленьким напряжением. Лучше диагностировать машину в начале. Лучше посмотреть, что и как. Если проверить напряжение батареи. И если нужно, будем ее потихонечку поднимать, восстанавливать. То есть я решил дать эту работу специалистам, которые уже делали роустер в Украине, у которых есть опыт. Чем полгода бегать с бубенцами вокруг этого роустера, думаю, проще обратиться к экспертам, к профессионалам, которые смогут это сделать. Поэтому я рекомендую, если вы хотите пригнать автомобиль из США, не делайте это сами, обратитесь к тем, кто уже съел на этом собаку, у кого есть опыт, кто может вам подсказать и сделать и то же самое в Tesla. То есть то, что мы стремимся сделать по нашем Tesla теремке по Теслам, но роустер это исключение. Поэтому сегодня я постараюсь показать вам диагностику роустера и посмотрим, что же с ним надо будет делать. Смотрим. Ну что, с роустером напомню, что он был после угона. Сейчас открыли капот, смотрим, что с ним не так. Вот высоковольтные кабели, видим, что здесь они отрезаны, изолентой обмотаны. Что хотели сделать, пока не знаем, пока смотрим, разбираемся. Пытаемся дать какое-то напряжение, чтобы скатить ее своим ходом. У него нету 12-вольтного аккумулятора. Это еще, это хотя и 2010 модельного года, но 2009 по факту. Я взял ключ. Сейчас мы откроем багажник, чтобы посмотреть, что там есть. Так, ну что, вот мы открыли багажничек. Он сделан из чего он, Андрюха, сделан? Это карбон? Поликарбонат. Поликарбонат? Так, а тут что у нас? Крыша. Уху! Крыша есть. Оу, что у нас тут такое? По-моему, она вся уже поролон. Ага. Главное, каркас. А это что у нас? Это щетка. Щеточка. Аккуратно, Андрей, там, наверное... Лампочки. Ставим, здесь поставлен ксенон. Нифига себе. Какой бонус. А это что? Сиденье, наверное, еще. Оригинальное. Или что, еще одна крыша? Еще одна крыша, по-моему. Да, слушай, бонусы. Офигеть. О. Это пледик. И заряд. Зарядочка. Ох, и заряд. Да, зарядка нормалек такая. Так, ну что? Ну, давай опустим ее Хорошо, на землю. давай. Будем уже. А это что? Щетка дворника новая. О, бонусы, бонусы. Все-таки прошлый владелец ее любил, наверное. Или лелеял. А смотрите, как открывается, интересно, задний багажник полностью. А здесь у нас... Что у нас здесь? Здесь у нас как раз-таки написано только Service by Authorized Personnel. Здесь плюс и минус. Соответственно, я так понимаю, 12-вольтно нету, идет к основной батарее, наверное. Roadster Sport. Красота. Интересное место, где такой вот бутылочка как раз таки для резины. Так как тут нет запаски, это ремкомплект. Можно по дороге отремонтировать и 30 километров еще проехать.
Пытаемся разобраться, за что, за какую часть его поднимать. Так как мы знаем, в Роустере батарея не плоская, не по всему днищу. Она находится в задней части. И она сделана такой лестничкой, то основные лифтинг-поинты стоят сзади, вот в этой части. Но нам нужно удержать ее, соответственно, и спереди, поэтому пытаемся, во-первых, она очень низкая, пытаемся эти лапы подъемника правильно подцепить, чтобы снять роустер сейчас. И потом уже будем смотреть, что и как к нему. Ну, вот он сейчас потихонечку поднимается. Так, ну что, вот подсоединяем. Смотрите, здесь есть наклеечка как раз таки, куда ставить домкрат. Вот сюда. И сюда мы его как раз таки поставим. Так, ну что, сняли защиту. И смотрим, под что можно еще упереть. Вот балка есть, и как раз под балку мы сейчас поставим. Так, Буряк, руки от Теслы. Я тебе сказал, купи себе такую же. Нет, говорит, проверим на твоей, говорит, потом будем думать. А сейчас смотри. Да. А вот Дима был прав. Вот он как чувствовал, что с Tesla Roadster будет не все гладко. Он говорит, проверим на твоем автомобиле, а потом я посмотрю, стоит покупать или не стоит. Ох уж этот Буряк хитрец. Ну что, прикольно, скажи. Мне очень нравится. Ну, пластмассовая, конечно. Она просто как игрушка. Ой. Ребят, через полгода у него будет такая же. Это 100%. Я сейчас смотрю и смеюсь, через полгода у него будет такая же. Если бы действительно мы запустили этот роудстер, и он бы поехал, то у Буряка был бы такой же автомобиль. Но так как он увидел, что будет с этим автомобилем дальше, понятное дело, роудстера у него нет. А это что такое? Да, такая. Сереж, смотри, какая интересная. Со всеми переходниками. Оригинальная. Оригинальная, нет? Кстати, да, оригинальная. Да, оригинальная? А что? О, говорят, дорогая круть. Ну, подожди, а покажи. Это Джей. Это обычные. Да, это Да, кстати, да. О, прикольный переходничок, да. 1772, да? Прикольно, надо посмотреть, сколько он будет стоить. Он космических денег будет, наверное. 17. То есть ее можно на любых зарядках будет заряжать. Отдельно вот это вот переходник, отдельно переходник, который стоит около $1000. Вот это? Вот это тоже около 1000. $1000 стоит? Да. Опа, я его забираю домой, чтобы не пропал. Переходник, который позволяет заряжать на чарджерах, ну не на тесловских, а с оригинальной зарядкой. ЧД? А, да? Не-не-не. Обычно домашняя, которая оригинальная, он тоже штукарь стоит. У ребят в Штатах павильончик выгорел в никуда. 3 лотуса, парочку Родстеров. Ну, у них Этим занимались. Тогда это люди, которые имеют все стендовое Мы оборудование. специально контейнер заказали. Немножко на другом. И все равно хорошо сгорело все, да? По факту. Ну, у них страховка есть. Так что в Америке проще в этом плане. То есть сгорело, им все заплатили, и все счастливы. Поймите, есть вещи, которые выпускаются на конвейере, но это мое личное мнение. Смотри, а я тебе водичку. Ну, на конвейере, ну, сгорело, ну, побили, ну, черт побили. А есть вещи, которые уникальны по своей сути. Их было выпущено единицы, их никогда больше не будет. Это рарик. Это мы про что говорим? Про вот этот И роустер. про вот это просто, и про тот роустер, и про то, что сгорело у ребят в Штатах. То есть это раритетные вещи, которых никогда больше не будет. Их выпущено 1500 раз. И все. Да. И пройдет 100 лет, пройдет 1000 лет, а их не будет. Вот поэтому я его и купил. Это те вещи, которые они уникальны по своей сути. Это то, с чего все начиналось. Эволюция электромашин. В этом весь кайф. Да. Сергей абсолютно прав. Было создано всего 2400 экземпляров Tesla Roadster, и больше их как никогда не будет. У меня были идеи в проекте переделать, может быть, поставить туда какой-нибудь бензиновый двигатель, но он прав. Автомобиль нужно постараться воссоздать именно в то состояние, в котором он был, потому что это уже настоящая классика. Возле преда болтается гайка. Видите? Ну, она просто на проводке лежит.
А, да, вижу. То есть клеммики, вот такое ощущение, что человек тупо вот эту крышку подорвал, Ну, он ее, да. кое-как открутил и бросил. То есть у человека было очень мало времени для того, чтобы это восстановить. Для чего, непонятно. Изоляцию подбил. То есть это... Ну, это не инженер сервиса работал. Это работал кто-то, кто отдаленно понимает, что это такое. Для чего, не знаю. Ага, вон предохранитель, да, валяется. Так, вон он, синего цвета. Это не синего, а предохранитель — это напряжение тока. А какого он цвета, это уже просто... Ну, это вам не важно, а мне важно. О, вот и нашли, да? Не, ну он же синего цвета. То есть, думаешь, что все-таки нашли, и потом накинули вот эти провода, да, получается? Да, да. Посмотрите, если она будет заводиться, она не завелась, и они ее бросили. Ничего не получилось. Да, это, потому что тут идет вся проводка высоковольтная у Тесла. Вообще у любой Теслы. Тройка, S, X, неважно. Она имеет защиту. То есть под повреждение изоляции. То есть, когда повреждается изоляция, машина уходит в аварийный режим и отключается, соответственно, батарея. Немного истории по этому автомобилю. У меня уже есть данные. Я связался и с бывшим владельцем, и с владельцем новым, который купил автомашину. Ситуация произошла в том, что машина находилась во Флориде. Новый клиент был в Калифорнии. Он полетел в Флориду. Он купил вот эту желтую пулю. Он нанял перевозчика, чтобы с Флориды перевезти машину в Калифорнию. И как раз таки в Техасе весь автовоз украли. И после этого, естественно, ему выплатили компенсацию полностью, а машину нашли уже спустя какое-то время. Поэтому мы пытались догадаться, что же с автомобилем было не так. Действительно, инсценировали ли кражу, либо пытались разобрать на запчасти, но воровали весь полностью автовоз. Там были другие машины, которые, наверное, скорее всего, пошли на запчасти. А с Теслой они так и не поняли, что делать. Они повырезали все кабели, пытались что-то с ним сделать, но потом просто бросили машину как есть. И в этом состоянии я ее и купил. Провода целые, это хорошо. Они, видимо, его, что-то, мне кажется, узнали с ключами. Потому что тут замок довольно такой, его нужно было или провернуть, или что-то сделать. Они, Ну, то есть ничего не делали. нет. А лючок, что мы должны увидеть за этим лючком? Вы увидите сразу все провода, которые идут к мотору и которые идут в этот блок. Ага. То есть они просто вырезали, да, и вставили такую пластмассочку. Вот здесь вот отсюда можно заглянуть. Тут есть вот еще один лючок, Вот и лючок, да, в еще. который входят 3 провода от Ну, двигателя. вот сюда залезть надо, сейчас откроем. Ага. Ну, а вот это, получается, это просто вот он преобразовал, и дальше он идет зарядка самой батареи, да? То есть вот эти кабели. Батареи у вас вот. Так. Батареи вот там находятся. Вот здесь стоят так 11 пакетов. 11 модулей, да? Да. Но я к тому, вот эти кабели тогда что они делают, какую роль выполняют? Они... Значит, смотрите. Вон 2 силовых преда. Это оранжевый, да, который? Нет. Нет? Вот один. Вот второй. Быстрые предохранители. Значит, вот у вас зашло переменочка. Видите, вот нарисовано. Вот зашла переменка. Вот она через предохранители зашла в блок. Дальше ушла вот сюда. И вот это уже постоянка на батарею. Постоянка на батарею. То есть какие-то преобразователи, да, получается? Ну, электроника. Электроника. А это провода какие у нас получаются? Это провода, которые идут от двигателя. Это от двигателя, От двигателя, да. От двигателя или к двигателю? От и к. От и к, да? Вернее, к. Ну, то есть Это идет питание на питание на двигатель, двигателе, окей. Питание на да. Ну, двигатель. соответственно, если тут есть рекуперация, то во время рекуперации идет от двигателя. А здесь есть рекуперация уже? Вот мы узнаем. Допустим, узнаем. Так, ну что, ребята закончили устранять следы вандализма вот в этом блоке. То есть все предохранители поставили на место, все закрутили, все подготовили. Это мы сделали небольшую обманку сейчас, потому что когда крышка открыта, здесь вот в самой крышечке есть вот такие два, ну, получается, как шпунтика, я не знаю, тятечки. Тятечки, я просто ржу. Это слово Стебуряк придумал.
когда открихтуем вот эту крышку, мы уже поставим все на место, будет все красиво. Но ребята говорят, что в очень классном состоянии все здесь, все оригинальное. И действительно, как-то они меня даже заразили идеей оставить, я думал, переделывать батарею, возможно, делать новые блоки, но они говорят, в оригинале вот это именно самый сок, самый цимус. И нужно оставить все как есть, потому что в таком состоянии очень мало машин осталось. Это уже музейный экспонат. Я просто сейчас плачу, действительно мало машин. Как я хочу остановить этот роустер, вы не представляете себе. Горю желанием. Ну что, работа по роустеру продолжаемся. В задней части переходим в передний, где силовые кабели были отрезаны. Сейчас посмотрим, что там не так. Слушай, а этот блочок, вот для чего он вообще? Что он, какую функцию выполняет? Ну, тут похоже, что это какой-то переходной блок. Потому что вот это вот идет преобразователь из 400 в 12. Ага. А 12 вольт, да? Да, это же преобразователь для чего? Для того, чтобы заряжать 12-вольтовые аккумуляторы, соответственно, питать 12-вольтовую сеть. Ого. То есть это фары, это все блоки. Ну, то есть тут уже точно 12 вольт у нас есть, да? Например, 12... Не-не-не, это в любом случае. А, в любом случае, Да. от батареи, да? Потому что вся вспомогательная аппаратура, она питается 12 вольт. Понял. То есть это, грубо говоря, магнитола, это сигнал, это фары, это вентиляторы те же самые, это зарядка аккумуляторной батареи. Мы до нее не берем. Хорошо, но тут, получается, показывается 420 вольт Да. прямого тока. Прямого тока, Прямого с батареи, тока. И он преобразуется, вот стоит, 12400. 12400, точно. И дальше он уже питает, соответственно, Да, все остальные системы, то есть вентиляторы, фары, как ты сказал. А здесь у нас получается, что от батареи вот это как раз-таки все и чикнуто, да? То есть перерезали. Да. Не прозванивающийся. Не прозвонится, да? Минус, плюс, Да. экран защитный. Раз. Что показывает? 0 0, да? на землю 0. А должно сколько быть? Бесконечность. Бесконечность? Плюс-минус не могут быть заколочены. Это короткое замыкание. Все равно, что в розетке пилочку ставить. Рабочие провода закрутили намертво на изоляцию. То есть специально сделали? Да, это сделано. Саша, покажи мне. Это сделано однозначно специально. Такое не могло быть с завода. Не, ну понятно, что такое не могло быть с завода. Там просто руками кое-как закрутили и, бросили. Смысл в том, что надо покупать два пуска. Это вандализм очень страшный. То же самое, как у вас под щитке пришли. То есть, если бы запустили, дали питание, да, то она бы запнулась. Я боюсь, что вы единственные. Хорошо, что я не дал ключи. Хорошо, что я сказал, что не трогать ее вообще. Это аккумулятор? Да, 12 вольт? да. Как ты засунул туда камеру? Тут была щель достаточно. То есть, получается, 12 вольт аккумулятор находится... Как и должен, он там и стоит. Там и стоит, да? То есть это с 2010-х, да, модельных пошло уже? 500-го номера кузова. О, с 500-го номера кузова. И это очень важно. Если вы хотите купить Tesla Roadster, если у вас есть такая сумасшедшая идея, во-первых, откажитесь от нее. Шучу, но если действительно загорелись, то лучше смотреть роустеры, чтобы на конце вина они шли с 500 плюс номер. Потому что до 500, это 2008-2009 модельный год, 12-вольтового аккумулятора не было. Она питалась напрямую с батареей. И как раз там от кирпичей почти каждый автомобиль, если вот он лег спать, его уже не поднимали абсолютно. Поэтому смотрите 2010-2011 год. У меня машина хоть и 2009 по факту, то есть если откроем дверь, у нас получается, что машина... Нет, вот стикер. Вот у нас оригинальный стикер, она произведена в августе 2009 года, а ВИН-стикер у нас номер 683, то есть 500 уже есть 12-вольтный аккумулятор. И находится он с правой стороны в переднем бампере. Вот здесь. То есть, чтобы к нему добраться, это нужно что? Получается, снять колесо, снять подкрылок, и тогда будет доступ к аккумулятору. Ребята находят вот такую штуку. Можно его еще раз посмотреть. То есть, вот получается, это был здоровый кабель, да? То есть, целый. Его
срезали и закрутили. Разрезали и закрутили. И закрутили. центральную жилу, и жилу экрана. Ну, то есть сделала все... Ну вот, смотрите. Вот обрезано. Да. И вот оно скручено вместе все. Охренеть. Это не делалось не специально. То есть это специально делалось? Ну, мое мнение, что это делалось с ТФО. То есть сделали специально вот такие... Так, закручивали. Так, сейчас фокус найду. Вот. Специально срезали, надрезали, скручивали, чтобы машина не запустилась. Скорее всего, вот... Возможно, все-таки инсценировка... Инсценировка, ребят. Ну что, ребят, полностью убрали все вот это безобразие. Все отрезали красивенько, чтобы можно было, по крайней мере, сейчас отремонтировать. Но мне нужно будет в идеале купить вот эту запчасть. Это вопрос, конечно, если я смогу найти. Но мы пока, конечно, попробуем это все подценить. Но из плюсов говорят, что пропало короткое замыкание. Сейчас вот Сергей тут измеряет. То есть что у нас тут получается? Ну, смотрите, вы помните, что было короткое между изоляцией. Теперь вот изоляция. Минусовой контакт, бесконечность. Изоляция. Плюсовой контакт, бесконечность. Две изоляции по нулям, если они между собой нормально. Ну и сами провода. Там существуют какие-то электросхемы. То есть они уже не в коротком. А вот это 0 и L, когда показывает, это бесконечность, да, была? Когда вот это что означает? Нет контакта. А нет контакта. То есть все нормально, да, сейчас? Ну, насколько может быть нормально. Короткая мы нашли. То есть где было конкретно закорочено. Ну, закорочено. А дальше, насколько при коротком замыкании могли же показать какие-то электросхемы, правильно? Мы же этого не знаем. Не знаю. Это там аварийное открытие? Вот это да. Прикольно, кстати. Но с ключом, да. Только без питания. Ну, когда нет питания. Прикольно. Ну супер тогда. А то я думал, что вообще. Если закрыл, то закрыл. То есть замочек там, да, находится? Да. Офигеть. Вот вам, пожалуйста, лайфхак. Как открыть Теслу без питания. А с другой стороны есть или только... По-моему, только с водительской стороны. Только с этой, да? Ага. Не откроешь. Не. Тут нужен секрет. Ну как тебе? За руль возьмись. Ну что, куда поедете? Тесла? Конечно, Туськин. Это первая Тесла, между прочим. Для пультик. Да. А пульт зачем? Телевизор Это смотреть? для аудиосистемы. Телевизор смотреть. Ну что имеем по итогу? Желтый кирпич, проверили всю проводку, уже больше нет замыкания. Теперь будем ремонтировать, это электрическая часть, и будем приводить машину в то состояние, в котором она была изначально. И дальше уже смотреть по состоянию батареи, как она, что можно дальше делать. Вообще мне понравилось, как Сергей, электрик, сказал, что есть машины для заработка денег, да, то есть их можно отремонтировать, их можно перепродать. И есть машины, которые ты делаешь и покупаешь для души. Это машины, которые ты хочешь восстановить максимально в том состоянии, в котором они были, и оставить их как есть, потому что это музейные экспонаты. И вот действительно мне это зацепило, и у меня было много идей по поводу этого роудстера. Во-первых, попробовать, если не получится с батареями, сделать батареи какие-то более современные поставить. Сделать его полностью из карбона. Много идей крутилось в голове, а сейчас я думаю, в принципе, зачем все это, если машина просто идеальна? Она создала революцию всех электромашин, и иметь ее в том состоянии, в котором ее изначально проектировали и создавали, это, что-то в этом есть. Вот как-то зацепили меня глубоко эти слова, что не все машины для денег, для перепродажи, некоторые машины для души. Вот оставить как есть. Вообще, пишите ваше мнение, что вы думаете по поводу таких машин, которые очень редкие.